богатые. Сейчас попробуем кого-нибудь поймать и спросить за шмот. Верить я не могла любить и не могла измерить месяцы за окном, солнце закатов с тобой. Так, все, мы на месте, так называемая стена Цоя. Плевать без снова нашу прежнюю бойню ранит, пусть целует она другого. Молодая красивая дрянь. Постой, я ее не ругаю. Вася Михалкова, не пьющий воробей. Случилось и во время птичьего банки заметил дятел Тамада, что у воробушки в бокале вода, фруктовая вода. Говорили, что нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мы уйдем катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Всем привет, друзья! Ну а сегодня мы с вами... Сейчас лайкосик подведусь. Молодец, Ромашка. Ну а сегодня мы с вами направляемся в Московский планетарий. Он находится недалеко от Нового Арбата, можно сказать, в пешей доступности, по крайней мере, для нас, для людей, привыкших много ходить пешком. Тут расстояние что-то около, по-моему, 1,5 километров, ну, где-то так примерно. Поэтому мы сейчас с вами пешочком направляемся от нашего жилья, вот, собственно говоря, где мы живем на Новом Арбате, до Московского планетария. Все потом вам покажем, расскажем, по ценам тоже сориентируем. В общем, идем туда. Погода, в принципе, хорошая, солнышка нету, но и дождя нет. И ветер, не сказать, что сильный, очень-очень слабенький, такой временами ветерок. В общем, погода довольно комфортная. Не жарко, не лето, конечно, но неплохо. Так что погнали. Так, все, ребята, мы пришли. Дошли вообще, мне кажется, минут 10 максимум, наверное, у нас заняла дорога. Хотя я думала, что минут 20 будем идти. И, кстати, по вторникам планетарий не работает, друзья. Планируйте свой поход заранее. Так, идем в гардероб. Ребята, в общем, мы купили билеты на сайте планетария и сюда пришли. Если вы покупаете какие-то льготные билеты, допустим, детям до 18 лет, то нужно подтверждение в кассе. Я подошла, нам распечатали 4 билета. Обычный билет на фильм «Большой зал» стоит 750 рублей, детский за скидкой 10% 680 для детей до 18 лет. Здесь есть большой зал, малоизвестный зал, 4D зал, 4D кинотеатр, что-то такое, и зал музея Урании. В общем, в этот же билет входит за час до вашего сеанса, вот у нас 18:30 фильм, за час до него можно заходить в зал Урании на экскурсию. После можно будет пойти в большой зал на фильм. Так, ребят, здесь можно еще купить всякие книги. Друзья, что еще не сказала, помимо того, что я здесь перечислила, да, большой звездный зал, малый звездный зал, 4D кинотеатр и зал Урании, здесь еще есть Лунариум, это интерактивный музей, где более 100 экспонатов, готовых к опытам и экспериментам вместе с вами, а также есть еще парк неба. И, кстати, по нашим билетам после фильма, помимо того, что перед фильмом мы можем посетить зал Урании,
После фильма мы могли бы посетить парк Небо, но работает он, к сожалению, только с мая по сентябрь или по октябрь, не помню точно, не буду врать, в общем, информация вся есть на сайте, поэтому мы с вами пойдем в зал Урани и потом на фильм. Фильмы разные идут, я хотела сначала на фильм «Планеты», но билетов не было ни на сегодня, ни на завтра, поэтому мы купили билеты на фильм «Загадка жизни». Вообще фильмы очень разные, в разные залы, разные фильмы. В общем, смотрите на сайте, очень удобно, можно купить, кстати, билеты. Все, Анечка, мы ждем, у нас осталось 5 минут до захода. Да, лайки вот Рома показывает. Кстати, да, и с собой, ребят, нельзя никакие напитки, даже бутилированную воду в залы никуда нельзя. Еще пока закрыто. А, он сам крутится, походу. Ром, только не трогай ничего. Под стеклом, скажи, ничего не будет. Стекло и не трогай. Люди на Луне первой части. Видишь, Рома, как видео записывали на Луне. Ты видишь, как блин? И вот так и- О, настоящие эти. Я так считаю, что ну, там на английском написано, английский почти все знают. Настоящие фотографии из космоса. Так, это у нас что такое? Метеорит. Офигеть, вес 1,5 тонны. Так, тут тоже метеорит. Метеорит Дронина. И метеорит Харабали. Телескопы. О, какой здоровый. Барограф. Компас. Шлюпочный.
Вторая модель большого аппарата планетарий. Такого построили, что ли? Прикинь. Масштаб 1 к 20. Марс. Ну, это типа как на Луне, да? Да. Спутники на Луне всякие. Макет Луны и как там все стоит. Как макет лунной базы. Посадочная автоматическая станция. Орбитальная автоматическая станция. Где два? А там какой-то молодец, какой-то внимательный. Астрофизическая станция, радиотелескоп, энергетическая станция, научно-жилые модули, транспортный луноход, взлетно-посадочный корабль, исследовательский луноход, научно-воздушный модуль, обсерватория, сплошной космический корабль Федерация. Обалдеть. О, Рома, смотри, вон планета. Рома. Короче, вот это типа Солнце. И здесь вот идут планеты. В сравнении с Землей, конечно, эти планеты вообще огромные. Фрагменты метеорита Челябинск. Ну и тут еще куча всяких железных метеоритов. Ну, тут каменный метеорит. Тут против света, конечно, нормально не снять. В общем, тут вот сколько. Ну, сколько метеоритов.
Дорогие зрители, мы рады приветствовать вас в Большом звездном зале Московского планетария. Через несколько минут вы отправитесь в увлекательное путешествие. Но сначала мы просим вас прослушать короткую памятку по пожарной безопасности. Здесь проливается свет на тайны Вселенной, о которых прежде вы, возможно, даже не задумывались. Только представьте, все, абсолютно все во Вселенной находится в непрерывном движении. Сегодня эти элементы составляют большинство существующих атомов. В то же время они – сырье для производства новых элементов. Главное топливо для горения таких огромных звезд – водород. Внутри ядер этих гигантских печей зарождаются новые элементы, такие как кислород и фосфор. Менее В водном растворе органические молекулы могут создавать бесчисленное множество комбинаций. Благодаря этому стало возможным существование ДНК, способной кодировать и хранить невероятные объемы информации. Кроме того, в появлении атомов, молекул, а затем и самой жизни, решающую Быть может, вы задавались вопросом, как связано все вокруг нас? На нашей особенной планете живые организмы соединены миллионами связей, а условия, в которых они обитают, невероятно разнообразны. Несомненно, мы – одно из самых удивительных явлений во Вселенной. В агрессивной среде кишечника колонии бактерий выживают благодаря пище, которую мы едим. И в то же время само пищеварение невозможно без этих же бактерий. И в нашем теле, и в крохотной капле воды, и даже в озерах, полных мышьяка и соли, жизнь приспособилась ко всему и сделала нашу планету обитаемой. Этот процесс, начавшийся на нашей планете миллиарды лет назад, сложил из атомов бесценное достояние жизни на Земле. Перед нами загадка жизни. Мы существуем во времена, благодатные для жизни во Вселенной. Да, все туда почему-то пошли. Хотя вон тут выход есть. Так, все, в общем. А куда идем-то? Скайпарк.
посмотрю, что там еще. Так. Ну, я не знаю, как эту алкашню пустили туда. Еще и с детьми. В общем, все, мы вышли. Время пролетело максимально незаметно. Знаете, такие противоречивые на самом деле эмоции. Было круто в том плане, что было такое реально, как будто погружение в виртуальную реальность. Ты как будто летаешь временами между там звезд и планет. Как бы классно. Но если говорить именно о сути фильма, то... Короче, не информативно немного. Фильм должен быть 45 минут у нас. В итоге 20 первых минут идет их, собственно, эта программа. И потом только 25 фильм. И как бы фильм немножко не то, что мы себе ожидали. Это немножко противоречивые эмоции, но тем не менее все равно очень круто. Ну, все, что мы узнали, это типа, как если из таблицы Менделеева 5 жизней, 5 главных элементов жизни, или 6, нет, 5, по-моему. Углерод, водород, сера, Короче, не будем умничать, сколько-то этих, и все, в принципе. А мы думали, что там будет, типа, как зарождалась жизнь конкретно. Ну, понятное дело, что, короче, какой-то метеорит бахнул, типа, и принес на Землю воду, я так понимаю, и тут все пошло-поехало. Короче, примерно так я понял. Ну и еще сказали, что, возможно, сейчас зарождается жизнь на новых планетах. С напитками нельзя, нам при входе сразу сказали, что нельзя, но тем не менее у нас была вода, свой напиток я допила, у нас была вода, и еще у некоторых людей была вода. Никому ничего не сказали, воду... Да, а у кого-то даже бухло было. Кто-то пронес даже алкоголь. Крепкий. И когда вышли, во-первых, от них пахло безумно сильно, неприятно. И они вели себя вообще неадекватно, орали на весь холл. И прямо они несли бутылку в пакете. Как это можно было не заметить, ну, я не знаю. Еще вот. Не успел включить камеру. Только что это алкашня там орала. У них еще и дети какие-то странные, они просто стоят, орут. Как в лесу, как будто потерялись. А-а-а! Потому что так же родители. Ну и родители точно так же сейчас орали там, да, когда мы одевались. Додо пицца. Что, друзья, в общем, мы подумали, куда еще сходить, и так как здесь недалеко до Патриарших прудов, решили сходить на знаменитые Патрики. Погнали! Всем привет, друзья! Мы сейчас находимся с вами на Патриках. Вот. Вы же, наверное, все знаете, что здесь типа все богатые. Сейчас попробуем кого-нибудь поймать и спросить за шмот. Вот там девушка как раз идет. Девушка, стойте. Скажите, пожалуйста, сколько вы получаете? Ну, от 100 тысяч долларов в месяц. Можете сказать, что на вас одето? Ну, куртка Прада, джинсы. А сколько стоит? Куртка, не помню, около 20 тысяч долларов. Ну, как-то это, так, одна из наверное, самых моих дешевых. Это, наверное, со скидкой купили, да? Да, это одна из самых дешевых. Ага. А штаны? Джинсы это Versace, 15 тысяч долларов. Тоже по распродаже? Да, да. Я смотрю, вы, в общем, немного экономите на себе, получается. Ну нет, ну это самые дешевые мои вещи, остальные у меня все гораздо дороже. Это я вышла так, чисто мусор вынести. Сколько вы получаете еще раз? От 100 тысяч долларов в месяц. Это чистыми? Чистыми, да. Вот у меня сумочка Louis Vuitton тоже купила на сдачу 5 тысяч долларов. Это что-то новое, да, у них бренд? Да. Коллаборация, наверное, с кем-то. Да, совершенно верно. А вы носки правы. почем покупаете носки? Носки, ну, на сдачу обычно покупаю, там, ну, недорого, долларов по 500. По 500 баксов носки. Все, Да. понял. Спасибо. Друзья, в общем, первый человек действительно богатый. Сейчас попробуем поймать еще кого-то и узнаем, так ли это. Так, друзья, я у оператора забрал камеру. В общем, больше никто не хочет пояснять за шмот. Поэтому мы сейчас двигаемся дальше. Так, вот он, сам пруд. Кстати, замерзший. Частично. Друзья, кстати, пишите в комментариях, сколько ваш шмот стоит. Если Надеюсь, вы вам... поставили лайк под видео, то срочно влепите лайкосик под видео. Да, вот даже Рома показывает. Оцените наше актерское мастерство.
А, значит, где-то здесь рядом должен быть еще памятник, как бы его басни. Герои. Ну вот там, наверное. Нет? Что-то стоит. Может быть. Блин, зачем прожектор такой? На камере, наверное, видно не будет. Ну тут книга вроде, или что это? А, не книга. Ну, вам не видно ничего там. С этой стороны посмотрю. Тут тоже не видно. Рыба, цапля, ворона и лиса. Лиса, интересно, сидит или стоит, или что? Вот, включил 30 FPS, стало поярче. Басни ворона и лисица. А, вот здесь библиотека. Путешествие, возьмите любую понравившуюся, можете вернуть ее или принести сюда другую. Ну как, Здорово. вообще прикольно. А, кстати, в Питере мы где-то видели такую тему. Да, только там полно было. Волк. Да, наверное, в 30 FPS буду снимать. Тут слон. Птица. Скала это слона. Тут, кстати, в теплое время года лебеди есть. Там свинья и дуб с той стороны. А это что за сказка? Не отсвечивает, не вижу. Ну, тут прям против света, да, тут ничего не видно. Что, друзья, мы возвращаемся в обратную сторону. Ничего интересного для себя на столь знаменитых Патриках мы не нашли. Самое интересное там, наверное, было это действительно пруд и памятники около него. В общем, сейчас направляемся куда-нибудь перекусить. И потом, наверное, еще на Старый Арбат с вами заглянем. Что думаете? Нет. Так, ребят, все, мы до Арбата дошли. Вот так вот дома светятся. Здесь в основном реклама, вот там реклама лента часто. Здесь не помню, что. Ну все, идем. Сейчас мы покушаем. Детей, наверное, оставим дома и пойдем с вами еще сходим на Старый Арбат. Посмотрим стену Цоя. Это ж там, да? А? Стена Цоя там же. Посмотрим, что там. Так, спустя 15 минут нам принесли наш заказ. Только как теперь тут везде, как разобраться, где чье. В общем, у нас тут чикенбургеры, чизбургеры, картошка фри всякая разная, соусы, там снэк-бокс должен быть со снэками, Короче, наггетсы несколько. В общем, сейчас напитки будем проверять, все ли на местах. Вышло там на 1500, грубо говоря, 15 минут ожидания. Всем, кто тоже собирается кушать, бон аппетита, друзья. так, друзья, ну что, мы пришли на Старый Арбат. Уже без детей. Да, покушали, завели детей домой. И нам тут до Старого Арбата спуститься буквально пара минут. И мы здесь. Арбатская ловица. Что такое, особой движухи здесь нет. Просто люди пока ходят. И там где-то музыканты, да. Все неспешно гуляют. Кайф. Вареничная. Легендарный кафе.
каких только нету. Вот заведений прям тут вообще много. И пятерочка. Пятерочка выруча. Где ты видишь? А, да, пятерочка есть. Здесь ходили, да, пятерочка. В прошлый раз. Нет, спасибо. Смотри. Музей эротики. А вон еще тут пятерочка. И такая большая она. А мы же ходили туда, не помнишь? Ну вот круто, когда есть такие пешеходные улицы. Да, широкие. Чисто пешеходная, широкая, вымощенная кирпичом. Красота всякая повсюду. Центральный дом актера. А, папины дочки играют. Вот для тех, кто не видел, вот есть такие роботы-доставщики. В Питере, в Москве видел. Интересно, до нас доберется когда-нибудь? Мы видели, как они на тротуаре как-то встретились и не могли разъехаться, и человек им помогал. Ой, подожди, там памятник. Не могу дышать, я не видно небо и не могу понять, был ты или не был, ветра побался, солнце ладони твоя. Красные облака, ветер ударил в спину, я с тобой так легко, я с тобой красиво, бешено так ждет, бьется сердце твое. Отпускаю и в небо улетаем желтыми листьями наше прошлое лето с телефонами, глупыми письмами. Отпускаю и слезы высыхают на ресницах, но как же синие звезды нам с тобой могли присниться. Рано еще не быть, поздно уже поверить. Я не могла любить и не могла измерить месяцы за окном, солнце закатов с тобой. Донаты принимают по переводу. Я не могу понять, был ты или не был, сотня ночных дорог, ты остаешься со мной. Отпускаю и в небо улетает желтыми листьями наше прошлое лето с телефонами, По номеру глупыми телефона? письмами. Отпускаю и слезы высыхают Всё, дальше на ресницах, но как же синие звезды нам с тобой могли присниться. И Sunlight тут очень много, конечно. О, поехал. Первый раз вижу, как он сам едет. Мы придумали сюда столкнули людей. Прикол, блин. Он препятствия сразу видит. Он объезжает. Он хочет туда выехать, видимо. Так можно, конечно, долго ждать. Не, ну едет-то быстро. Он нас обогнал, так или иначе. Почему он именно хочет вот туда ехать? Видишь, он определенно прямо вот тут вдоль столбов едет. Или у него там что? Глюки какие-то. Ну как-то криво едет немного. Ну да, он виляет зачем-то. Видишь? А, вот, все, повернул. Нет.
фоточки. Да куда улетел? Так что ты говоришь, долго ждать. Но он все равно едет как пьяный, почему-то виляет туда-сюда. Где он? Куда он? Не мог он так ускорить столько людей? Да, он летел. Он. А столько людей, когда он летит? Но мне казалось, что он вот туда повернул. Интересно, мог он туда повернуть? Там что-то светится, может быть. Наверное, да. Потому что он будет не... Ну да, он во двор заехал. Офигеть. Вообще удобная тема, типа это. Если он прям на адрес приезжает, загрузил, все и отправил. Везде готовятся летние веранды. С 1 апреля традиционно в Москве открывается сезон летних веранд. Сувенирчики. Повсюду смотрим, что готовятся люди, готовятся. Матрешек, много всяких разных. Ну да, пойдем посмотрим. О, жемчуг. Ой, не жемчуг, как он называется, я забыл. Янтарь, Янтарь. яйцо Фаберже. О, очень офигенское. Ванина мечта. Да. Яйцо Фаберже. Я все хочу яйцо Фаберже себе. Всяких разных. А матрешка Масси. Где? А, Месси. Ну, послушай, Мэйсис. Это еще музыканты или как сказать? Да нет, с кафе, скорее всего. Пушка. Настоечная. Накорм. О, ничего себе запах. Жесть. 38 кошек. Турецкая кухня. Еще сувениры, но уже закрыты. Время у нас, друзья, без 5-10 вечера. Ну, все равно, как-то в прошлый раз, мне кажется, было пошумнее, да? Ну да. Но, тем не менее, побывать в Москве и не прогуляться здесь, мне кажется, все-таки как-то не очень. И как-то надо. Так, сейчас я перезапущу камеру, а то тут уже длинный ролик получается. Так, все. Тут длинные куски, когда это... Может камера заглючить, короче. Нельзя долго, бесперерывно снимать видео, лучше Ну, заканчивать. там лучше, желательно, чтобы не больше 4 гигабайт был кусок. Иначе может не сохраниться. Памятник. Да, видно не будет, ну, можно посмотреть. Там, кстати, памятник был Вахтангову. Не, на 30 фпс все-таки, да, поярче. Смотри, даже тень сделали как будто. А, но... Впервые вижу памятник, что у меня как будто тень была. Почтмейстер. Мы, друзья, с вами дошли уже почти до конца. Начали мы тоже не с самого прям начала, но почти с начала. И вот уже впереди видно окончание. И ну, не вижу смысла, честно, дальше идти. Даже Нет, заведение есть уже же заканчивается. стена Цоя еще. Надо ну идти. там. А, там? Конечно. А нам туда не по пути? Ну, в обратную сторону все равно пойдем. А так дальше нет смысла, даже заведений нету, ни музыкантов да. нету, ничего нету. Ну, все тогда. Встретимся дальше. Так, все, мы на месте. Так называемая стена Цоя. Не, я думал, блин, тут получше, а тут еще хуже стало. Тут уже прям все лицо ему расписали. Но все равно сдалека не видно. Вот так вот тут все расписано. Да, тут песня его. О, там из мозаики. Я что-то в прошлый раз не видел. Из мозаики выложено. Наверное, отсюда не видно. А, да, кстати, вот цветочки лежат.
вот кто расписывает стены. Все понятно. Цой жив. Ладно, когда что-то нормальное пишут, но некоторые же пишут такую ерунду. Такая вот стена Цоя есть прямо на Арбате. Машина едет. А еще, кстати, на Арбате есть туалеты. Правда, они платные, общественные туалеты. И рядом стоят два туалета. Один стоит 60 рублей, а другой 50. В чем разница? Я не знаю. С виду абсолютно одинаковый туалет. Все входная зона. А, тут еще есть стихи. Читают. А тут Есенина цитируют. Я не знал, что любовь чума подошла им прищуренным глазом. Хулигана свела с ума. Ой, мой друг, наливай мне снова нашу прежнюю буйную рань, пусть целует она другого. Молодая красивая дрянь. Ах, постой, я ее не ругаю. Ах, постой, я ее не кляну, дай тебе. Про себя я сыграю под басовую эту струну. Льется днем их розовый купол. В сердце снов золотых с ума много девушек я перещупал. Много женщин в углах прижимал. Есть горькая правда земли. Разглядел я ребяческим оком, лижет в очередь кобели, истекающую суку соком. Так чего же мне ревновать? Так чего же мне болеть такому? Наша жизнь простыня да кровать. Наша жизнь поцелуй да и в омут. Пой, мой друг, в роковом размаке этих рук роковая беда. Только знаешь, пошли их всех нахер. Не умру я, мой друг, никогда. Давай немного повеселимся. Вася Михалкова, не пьющий воробей. Случилось и во время птичьего банки заметил дятел Тамада, что у воробушки в бокале вода, фруктовая вода. Подняли большой шум, все возмущаться стали, штрафной налили воробью, а он твердит одно. Я не пью. Я не пью. Я не пью, не пью, не пью. Не поддержать друзей. Уж я на что больная. Попить сова. А выпью до дна. Где же ты видела, чтоб мне выпить за леса? За родные небеса. Со всех сторон стола несутся голоса. Что делать? Воробей выпил полбокала. Так не пойдет. Ну не выйдет. А взялся пить. Так пей-то уж до дна. А ну налейте ему еще бокал вина. Наш скромный трезвенник недолго подержался. Все разошлись. Он под столом остался. С тех пор прошло немало лет. А воробью теперь нигде проходу нет. Везде ему кричат и шепчут вслед: ой, как он пьет! Ну как он разложился? Вы слышали? На днях опять напился. Вы знаете, бросает он семью. Да просто воробей кричит: так я там тетя. Я не пью! Да бывает промахнет. Меня да сам-то умирает. Не справится. За ум возьмется.
И раз он больше не напьется, живет он мне и скромнее 100 раз. Если где? Одним лишь словом его коснется разговор, если что мы готовы припомнить старое муторно. Если честно, ну вспомнить так и трудновато. В каком году, каким числом, но... Я в театре играю. Мне-то кажется, когда? С ним что-то было под столом. Вы помните? Все, конечно. Я стоял, приближившись к стене. Словно ходили вы по комнате, что-то резко. Дайте здорово. Вам напомню? Говорили, что нам пора расстаться. Что вас измучила моя шальная жизнь. Что вам пора за дело приниматься. А мы уйдем катиться дальше вниз. Любимая. Меня вы не любили. Не знали вы, что столько же легко, я был как лошадь, запертая в мыль. Пришпоренная смелым незнаком. Вы не знали, что сплошном дому. Разворачу на буре бытия, я с того и мучаю, что не пойму. Куда не ведет и срок событий. Лицом к лицу лица не увидать. Вот большой, это видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля корабль. Но кто-то вдруг за новой жизни, новое слово прямую гущу буревью. Его отправил величал. Так, вопрос теперь к вам. Кто ж из вас на палубе большой? Вот не падал, не блевал, не ругался. Есть такие? Поднимите руки. Мало. С опытной душой, кто крепкий в качке оставался. Когда я под дикий шум и трезво знающий работу спустился корабельный трюм. А чтоб не смотреть людскую работу, вот трюм был русским табаком. Я склонился на стакан, Вы чтобы не единственные страдать слушатели. Сгубить себя в угаре пьян. Любимая. Да я мучил вас. У вас была тоска в глазах устала, что я пред вами на показ себя растрачивал скандал. Но вы не знали, что сплошном было. Вот в буре бытия я с тобой и мучаю, что не пойму. А куда несет и срок событий? Теперь года прошли. Я теперь и чувствую мысли по-иному. Я теперь говорю за праздничным вином. Хвала и слава рулевому. Сегодня в ударе нежных чувств. Я вспомнил вашу прежнюю усталость. Вот теперь сообщить вам чусь, каков я был, что со мной стало. Не сказать приятно мне я избежал падения с крути. Я теперь в советской стороне и самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. И не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности светлого труда готов идти хоть на Ла-Манш. Я знаю, что вы не так. Живете вы серьезным, умным мужем. А не нужна вам наша маята. Все мне вам ни капельки не нужно. Так живите ж так, как вас ведет звезда. Пусть обновленный север. Приветствую вас, помощь всегда. Знакомым. Ну все, друзья, на этом нашу сегодняшнюю прогулку мы будем завершать. Единственное, что не сказала, что также рекомендуем к посещению московский зоопарк, но мы в него сегодня не пошли и в эту поездку не планируем идти, потому что мы в прошлую поездку, когда приезжали в Москву, ходили туда. Но если что, поход в зоопарк можно совместить вместе с походом в планетарий, потому что они находятся вообще прям очень-очень рядышком с друг другом, буквально там минута ходьбы. Вот, на этом наше видео будем заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока.